Сегодня у нас 17 марта, и Apple выпустила патч безопасности, который устанавливается из специального секретного меню. Как это работает, сейчас все покажу. У меня в руках сейчас iPhone 11, и на столе лежит мой основной телефон iPhone 15 Plus, на котором я уже установил этот патч, и сейчас продемонстрирую, как это работает на iPhone 11. У меня на канале есть отдельное видео на эту тему, я снимал его 7 января 2026 года. Если вы не видели это видео, то обязательно заходите, смотрите этот ролик. Я там подробно объясняю, что это за обновление, для чего оно нужно. Вкратце скажу, что это просто фоновое обновление, которое не затрагивает саму прошивку. То есть у нас прошивка остается прежней, но к этой прошивке дополнительно выпускается специальное обновление безопасности, которое экстренно исправляется, и тем самым вы можете его легко установить. Оно устанавливается очень быстро и просто и занимает буквально секунды. Давайте я покажу сейчас, какая прошивка установлена здесь. Заходим в настройки, основные, об этом устройстве. Версия iOS. Как видите, версия iOS 26.3.1, в скобках номер сборки, это самая новая прошивка на момент записи данного видео. Новее не существует пока что. Вот, давайте еще раз перепроверим. Вот видите, iOS актуально. Теперь, где же это у нас секретное меню? Сейчас я вам покажу. Для того, чтобы найти наш патч безопасности, нам необходимо зайти в настройки, спуститься в самый низ и найти конфиденциальность и безопасность. Вот этот знак, ладонь на синем фоне. Спускаемся вниз и находим функцию улучшения безопасности в фоновом режиме. Нажимаем, ждем. Оп. Вот, видели, да? Только что. У нас здесь появляется специальный переключатель. Вот видите, его можно включить или выключить. И обновление у нас точно такое же, iOS 26.3.1, но это у нас патч безопасности А. Это фоновое улучшение безопасности обеспечивает дополнительную защиту и рекомендуется для установки всем пользователям. Теперь, для чего нужна установка данного патча? Этот патч, первый пакет BSI, закрывает уязвимость в WebKit. Проблема позволяла специально подготовленному веб-контенту обходить политику Same Origin Policy, одного из базовых механизмов защиты в браузерах. В Apple заявили, что уязвимость устранили за счет улучшенной проверки входа данных. То есть в Apple устранили безопасность именно в браузере Safari, и тем самым мы с вами можем теперь установить самое новое обновление для наших айфонов под управлением iOS 26. Вот такой замечательный специальный патч безопасности. Итак, давайте же мы его установим. Нажимаем «Установить». И если у вас стоит пароль на айфоне, вы подтверждаете пароль. Здесь пароля этого нет, поэтому сразу же происходит загрузка. Вот видите. Сколько мегабайт обновление занимает, мы с вами не видим, потому что здесь нет такой информации. Ждем примерно пару минут, чтобы все у нас загрузилось. Сейчас телефон выдаст сообщение, что его нужно перезагрузить. И потом посмотрим, что изменилось. Ждем окончания загрузки и установки патча безопасности на iPhone 11. Обратите внимание, появилось вот такое сообщение, почему-то на английском языке. И телефон у нас уходит в перезагрузку. Прекрасно. Давайте разблокируем устройство и зайдем в настройки. Так, интернет соединился. Основные. Об этом устройстве. Версия iOS. Теперь мы можем видеть, что версия iOS у нас дублируется. Сверху у нас сборка, которая была установлена. И ниже улучшение безопасности в фоновом режиме. У нас появилось дополнительное меню, где пишется самая новая прошивка, которая сейчас установлена на этом телефоне. iOS 26.3.1 в скобках патч А. И также мы можем видеть сборку данной прошивки. Вот этот длинный номер. Это фоновое улучшение безопасности обеспечивает дополнительную защиту и рекомендуется для установки всем пользователям. Теперь здесь у нас появилось вот такое меню. Улучшениями безопасности в фоновом режиме можно управлять в настройках. Сразу ссылка такая.
Пожалуйста, вот есть. Теперь, ребят, очень важный и интересный момент. В этом меню мы с вами сможем удалить это обновление. Зачем это нужно? Бывают такие случаи, что после установки патча некоторые айфоны могут работать плохо, зависать, появляются какие-то ошибки и все в этом роде. Поэтому Apple предусмотрела, вот где вот знак и info, удаление этого патча. Вот видите, удалить улучшение безопасности в фоновом режиме. После удаления этого обновления безопасности вашего iPhone и данных снизится, iPhone перезагрузится. Мы с вами нажимаем удалить и перезагрузить, тем самым удаляем этот патч, и у нас откатывается прошивка до старой версии iOS 26.3, но уже без патча А. То есть делается это таким образом. Сейчас у нас обновление удаляется, телефон точно так же перезагрузится, и мы с вами получим обычный iPhone без патча. Ну давайте пока его отложим. Пусть он у нас работает пока. Я покажу сейчас свой iPhone рабочий. Давайте я включу интернет. Так. Зайдем в настройки, основные, об этом устройстве. Версия iOS. Вот видите, здесь я также установил данный патч безопасности и удалять я его не собираюсь. Естественно, ребят, я никому не рекомендую его удалять, этот патч. Обязательно оставляйте его, потому что если есть какие-то серьезные проблемы и Apple их оперативно устраняет, то значит в этом есть смысл. Каких-либо супервизуальных улучшений у нас, естественно, нет. У нас все то же самое, что и было раньше, но теперь ваши устройства защищены, и вы знаете точно, что здесь все ошибки, которые доступны на момент записи этого видео на 17 марта 2026 года, они устранены, и вы можете спокойно пользоваться устройством и не переживать, что кто-то его взломает или произойдет что-то непонятное с ним. Так что это очень удобная тема обновления. Мне очень нравится способ, как они сделали это, потому что это занимает считанные секунды, и вы в любом случае даже можете также его удалить, вот, если возникнут какие-то проблемы. Поэтому Apple, конечно, очень удивляет в последнее время. Здесь пока у нас все так же продолжается загрузка. И сейчас я дождусь, когда телефон перезагрузится, и покажу вам, что действительно патч удалился. Мне остается лишь только немножко подождать. iPhone уходит опять в перезагрузку. Ждем. И все буквально очень просто работает. То есть одна перезагрузка, и патч либо устанавливается, либо удаляется. Это просто гениально придумано. Так, у нас уже 18 марта, обратите внимание. И теперь нажимаем настройки, основные, об этом устройстве. Смотрим. Все, видите. iOS 26.3.1. Чистая прошивка без каких-либо патчей. Если мы попробуем обновить здесь еще раз, проверить обновление, ничего у нас не появляется. И если мы зайдем также в настройки, конфиденциальность и безопасность, улучшение безопасности в фоновом режиме, проверяем еще раз. Да, вот автоматически. Если мы соединены с интернетом, у нас снова показывается этот патч. И мы также его можем установить. Все просто и гениально. Всех благодарю за внимание. Пишите ваши комментарии, будете ли вы устанавливать этот патч или дождетесь нового обновления прошивки полноценного. Если вы впервые на канале, то обязательно подписывайтесь. И всем пока!